Однажды в Италии мать позвонила своей 18-летней дочери в приют для девушек в трудных жизненных обстоятельствах. Рыдая в трубку телефона, женщина умоляла дочь вернуться, иначе несчастная мать, нет, вся семья, умрет от горя. Пусть только Саман вернется, и они сделают все, что она хочет, вернут ей ее документы, позволят жить, как она решила, только пусть покажется на глаза, ведь они дышать не могут от тоски и тревоги, пока не убедятся, что с дочерью все в порядке. Это история о том, что происходит, когда молодая женщина осмеливается выбрать собственное будущее в семье, где воля родителей важнее своей собственной, а честь важнее жизни. А еще о предательстве. Возможно, самым страшным из всех существующих, предательстве священных отношений между родителями и детьми, и отвратительном болоте лжи, в котором утонули все ее участники. Однажды в Италии. Семья Аббас состояла из 4 человек. Отец Шабар, мать Назия, дочь Саман и младший сын Али. Родом из Пакистана они жили в Италии, в северном регионе Эмилия-Романья, в городке Новеллара на территории сельскохозяйственного предприятия. Сначала, еще в 2007 году, отец семейства Шабар Аббас приехал сюда один, из сельской местности Пакистана, как и большинство его соотечественников, в поисках удачи и возможности заработать. Он стал образцовым работником, ухаживающим за землями и теплицами. Хозяин предприятия считает его отличным помощником, скрупулезным и надежным. Несколько лет спустя к нему присоединились брат Дениш и 2 его сына, Номанула и Икрам. Все они жили под одной крышей с Шабаром до тех пор, пока в 2016 году к нему из Пакистана не приехала жена с детьми. Родственники покинули дом хоть и без удовольствия, но и без особых возражений, и переехали в другое место в паре километров от Шабара, который зажил как примерный семьянин. Примерный пакистанский семьянин. Женщины практически все время остаются дома, и даже за покупками ходят только мужчины. Работодатель говорил, казалось, Шабар интегрировался, в том смысле, что привез сюда семью. Он всегда хвастался, что у него прекрасная семья, но мы всегда видели только его одного. Не то чтобы жена и 2 детей были невидимками, скорее привидениями, ускользающими существами, которые совершенно не общались с внешним миром, кроме как через посредничество главы семьи. Назия не знала ни слова по-итальянски. Саман выходила из дома только в сопровождении матери. И лишь брату Али было позволено играть на улице с другими мальчиками, хотя и только пакистанскими. Ну а жизнь Саман словно разделилась надвое. В среднюю школу она ходила в Италии и для одноклассников и учителей была умной, открытой и решительной девушкой. Она свободно говорила по-итальянски, в школе носила джинсы, но, возвращаясь домой, надевала традиционную одежду и попадала под покров строгих правил консервативной мусульманской семьи. Правда, строгих только для женщин. Шабар, будучи неукоснительным стражем чистоты дочери, сам не собирался воздерживаться от алкоголя, вопреки предписаниям Корана часто напивался, иногда до бешенства. Бывало, что он набрасывался на жену, например, когда та обнаружила заначку с банками пива, а иногда, напившись, закрывался в доме и не пускал туда семью. Как позже отметят эксперты, в их жизни правил не столько ислам, сколько законы племени, которые далеко, и, в отличие от Аллаха, не всевидящий. Ну а мир Саман был куда шире, чем племя, и возможностей давал гораздо больше. Как уже говорилось, она получала среднее образование в Италии, и хотя была застенчивой, смогла завоевать интерес других девочек, разрисовывая им руки хной. Саман хотела играть в волейбол, но отец не разрешил. «Хочешь заниматься спортом? Ходи на беговой дорожке», которую он попросил взаймы для жены у своего работодателя. Еще можно прогуливаться, но только перед домом. И только вечером, когда, по мнению отца, вокруг не было похотливых взглядов. Так что эта беговая дорожка стала символом жизни Саман. Хоть иди, хоть беги, далеко не убежишь. Дальше родного дома и суровых отцовских порядков по такой дороге ноги тебя не унесут.
По окончании средней школы Саман хотела продолжить обучение в лицее. Но отец предпочел, чтобы она оставалась дома и занималась хозяйством. А если действительно хочет получить образование, пусть делает это самостоятельно, дома, с книгами, которые ее отец посчитает подходящими. Чтобы соблюсти закон, согласно которому обязательное образование должно продолжиться до 16 лет, девочку записали на первый курс Института техника, но без малейшего намерения позволить ей посещать его. В конце первого семестра директор школы направил сообщение в муниципалитет и местную полицию. Ученица Аббас Саман, несмотря на неоднократные телефонные звонки, ни разу не пришла на занятия. Полиция даже выезжала на дом, но без толку. Семьи не оказалось дома, они уехали в Пакистан. А после неудачного визита агенты почему-то не сочли нужным направить сообщение в социальные службы. Так Саман стала в Италии невидимкой. Но ее родителей это не волнует. Главное, что дочь слушается их, и о ее существовании знают в Пакистане. В этот момент Саман еще согласна следовать сценарию, уготованному ей семьей. Шабар и Назия, муж и жена, приходящиеся друг другу двоюродными братом и сестрой, не видят в этом ничего плохого. И в мужья дочери тоже прочат двоюродного брата, Акмала. За этим они и выехали в Пакистан. Там уже была организована помолвка, а потом, с благословения всего племени, должна быть организована и свадьба Саман с Акмалом. И никого не волнует ни то, что это двоюродный брат, ни то, что Саман он не очень-то нравится. Стерпится, слюбится, главное, что это хорошая сделка. В конце 2019 года в родной деревне семьи Аббас роскошное празднество. Саман обещана в жены Акмалу. Существует видео праздника помолвки. На Саман длинное красное платье, словно елка, увешанная драгоценностями. Как положено, она сидит рядом с будущей свекровью. Жених с другой стороны комнаты рядом, хотелось бы сказать, с будущими родственниками, но на самом деле они и так уже все родня. Вокруг собралось все племя, от взглядов которого девочка, кажется, пытается закрыться. У нее уже есть свой план – закончить школу, делать собственный выбор и найти любовь на своих условиях. В январе 2020 года Шабар, Назия и Саман возвращаются в Италию. И во времена ковида девочка, раньше лишенная любой деятельности, любых знакомств, по сути просто жизни в реальном мире, и над которой, как дамоклов меч, висит неприятное брачное обязательство, открывает для себя мир виртуальный и полностью в него погружается. В апреле 2020 года она знакомится с афганским парнем, который живет в Бельгии, неким Саидом Хабибом Шинвари. Виртуальный роман. Кто из нас не проходил через него? И более взрослым, совершенно свободным женщинам случалось влюбляться в виртуале. Что же говорить о юной Саман, у которой просто нет другого выбора? Слова, которыми они обмениваются через соцсети, полны любви. Но девушка хитрит. И отец, внимательно контролирующий мобильный телефон Саман, не замечает, что контакт молодого бельгийца записан под именем брата Али. Какое-то время влюбленную пару сдерживает пандемия, но в июне 2020 года границы вновь открываются, и Саман мчится в Бельгию за своей мечтой о любви. Или, если точнее, о свободе. Полная авантюра. Она просто тихо исчезает однажды днем. Пакистанская подруга, с которой она договорилась заранее, подвозит ее до железнодорожной станции Навиллары. Оттуда поезд до Реджи Эмилии, на станции которого Саман покупает новый телефон и новую сим-карту. Затем поезд до Милана. Во время поездки жалостливая попутчица помогает ей вставить сим-карту и активировать телефон. Ее зовут Мара. Она родом из Калабрии, но, как и многие ее земляки, работает на севере и считает всех мигрантов братьями по судьбе. Прибыв в Милан, Саман ночует на центральном вокзале, затем садится на другой поезд до Парижа и, наконец, отчаянное путешествие, последняя часть пути до Брюсселя. «Привет, Мара, теперь я в Бельгии с ним. И очень счастлива», — пишет она новой подруге, приложив фотографию себя вместе с возлюбленным. На ее левом запястье отчетливо видна небольшая, только что сделанная татуировка. Красное сердечко и буквы «S Love», что означает «Said Love». Однако что-то с «Said Love» пошло не так.
Саман скажет потом карабинерам Навилары, что ее возлюбленный уже был помолвлен. Другой вопрос, можно ли этому верить. Как бы то ни было, после 12 дней пребывания в Бельгии Саман звонит дяде, чтобы тот уговорил ее отца купить дочери авиабилет, и она могла вернуться домой. Важная деталь, которая не вяжется с образом отца-тирана. Шабар не только покупает дочери обратный билет, но и второй билет в Бельгию, чтобы девочка могла вернуться к парню, как она желала. Это точный факт, документально подтвержденный. И он несколько меняет всю картину происходящего, хотя я бы остереглась сказать, что делает ее более понятной. Как понять действия отца? Ты правоверный мусульманин, обещавший свою дочь своему же родственнику чистой и непорочной. И вот после 6 месяцев помолвки ты не сажаешь ее в подвал, или, по крайней мере, дома под замок, а покупаешь ей билет, чтобы она могла встретиться во второй раз с незаконным возлюбленным из Бельгии. Признаюсь, я так и не разобралась до конца в хитросплетениях взаимоотношений отца Шабара с брачными перспективами его дочери. Возможно, правда является версия, что на самом деле в семье заправляла мать Саман, Назия. А может, дело в том, что отцу было не так важно, за кого именно выдать дочь, лишь бы выдать. Понять это совершенно невозможно, ибо в этой семье врут абсолютно все. Саман потом будет рассказывать, что в Бельгию она ездила, потому что хотела провести несколько дней с подругами, к которым отец не хотел ее отпускать. Саид Лав, бельгийский возлюбленный, заявит местной полиции, что Саман должна была вернуться в Бельгию, чтобы жить с ним. И добавит, девушка рассказала ему о том, что была избита отцом. В доме Аббасов прошел обыск, который ничего особенного не показал. Нашлось лишь легкое повреждение на левой щеке девочки, притом не свежее, и она не соглашалась ни пройти медицинское освидетельствование, ни заявить о происшествии. При этом Саман рассказывает социальному работнику, который проводил семейное расследование по поручению прокуратуры по делам несовершеннолетних, что отец бросил в нее нож, который, однако, ранил не ее, а брата. Увы, противоречия полны слова не только всех взрослых членов семьи, но и 16-летнего Али, и даже самой Саман. Так что докопаться до правды нам с вами будет нелегко. На Саман даже было направлено заявление о том, что девушка давала ложные показания и оклеветала отца. Но поскольку лгала она ни в суде и ни в ходе расследования, делу не был дан ход. Врали все вокруг нее, врала и сама Саман. Можно ли судить ее за это? Каждый решит для себя сам, услышав эту историю до конца. Что не оставляет сомнений, так это факт, что побег дочери из-под венца с другим мужчиной, который даже не пакистанец, был для семьи жгучим знаком бесчестия. По этой причине папа Шабар заставил родственников поклясться на Коране, чтобы они держали рот на замке, так чтобы на позорное дело побега молодой девушки за любовью легла могильная плита, пока только образная. А ведь была еще татуировка, сердечко с надписью «Эслав». Настоящая татуировка, которую, в отличие от рисунка Хной, нельзя смыть, при том, что нанесение постоянных знаков на тело ислам запрещает. Выводить татуировку не стали, велели замазывать тональным кремом. И не важно, что у папы Шабара тоже была небольшая тату. Он давно уже выучил латинскую поговорку, что можно Юпитеру, не дозволено быку. После неудавшегося побега Саман в Бельгию вся семья едет в Пакистан, видимо, чтобы успокоить занервничавшего законного жениха Акмала и его многочисленную родню. Но не зря в социальных сетях Саман выбрала ник Italian Girl. Она вовсе не стремится провести свою жизнь как примерная пакистанская жена. Новая любовь Саман – ТикТок, а в нем очередной принц по имени Аюб Сакиб. На этот раз пакистанец по происхождению живет в Италии, Саман учла прошлые ошибки. В возрасте Саман многие девушки ищут такую любовь. Сказочные принцы, известные певцы, актеры. В крайнем случае, самый красивый мальчик в школе. Для Саман парень из ТикТока почти так же несбыточно, как из сказки. И так же романтично. Вскоре Сакиб становится объектом нежных мыслей Italian Girl. Для него она поет на камеру под фонограмму, с ним обменивается фотографиями, ему обещают вечную и, разумеется, взаимную любовь. Правда, теперь она осторожна, и на этот раз вместо татуировки сердечко с именем Сахиба она рисует ручкой на ладони. Вряд ли сама она понимает, что он лишь объект.
что она влюбилась бы в любого, кто поманил бы ее обещанием спасения от гнета семьи, кто пообещал бы ей вечную любовь вместо вечной тюрьмы брака по принуждению. Кто знает, понимал ли это Сахиб. О том, что она обещана в жены двоюродному брату, он в курсе. Саман даже говорит ему, что свадьба назначена на 22 декабря 2020 года. Вероятно, пытаясь ускорить события, расследования покажут, что никакой свадьбы на эту дату не планировалось. Сахиб советует ей обратиться к адвокату, которому они заявят о своей любви и выразят желание пожениться, но Саман считает, что должна поговорить с женихом, чтобы официально разорвать помолвку. Однажды в начале ноября 2020 года ей это удается. Результат получасового телефонного разговора неутешителен, а Акмал непреклонен. Если Саман так хочет, она может развестись с ним потом, но свадьба должна быть отпразднована любой ценой. И тогда Саман наконец обращается за помощью к тем, кто действительно мог бы ей помочь. К соцработнику, которая занималась ее делом после возвращения из Бельгии. «Привет, я Саман. Мне нужна твоя помощь. Но, пожалуйста, не говори ничего моему отцу». Девочка рассказывает свою ситуацию, лишь немного приправляя ее ложью, например, о том, что они познакомились с Сахибом в школе. Для соцработника это не имеет значения, как, впрочем, и новая любовь до гроба. Для нее важно то, что несовершеннолетнюю против ее воли собираются выдать замуж. Учитывая это, социальная служба, не особо вникая в подробности, немедленно активирует процедуру удаления несовершеннолетней от семьи. И 13 ноября 2020 года Саман помещают в образовательную общину в Болонье. Такая спешка естественна, девочку пытаются спасти от придуманной ею поездки на собственную свадьбу в Пакистан, которая, по ее словам, должна была состояться уже 17 ноября. Родителям не оставалось ничего, кроме как принять реальность. Мама Назия плакала, папа Шабар злился. Он отрицал любые обвинения. Все, что сказала Саман, неправда. «Я позабочусь о своей дочери, когда она станет совершеннолетней», — добавляет он. Однако Саман быстро разочаровывается в жизни в общине. Ей запрещают свободно выходить, ограничивают использование мобильного телефона и компьютера до 1-2 часов в день. А ведь именно из-за этого она бежала из родительского дома. Социальные работники получают номер Сахиба и пытаются просить его уговорить Саман, что такие ограничения имеют благотворную функцию, а не просто каприз зверей-воспитателей. Тщетная надежда. Парень с самого начала проявляет нетерпимость к правилам общины, не меньшую, чем его невеста. Саман не была святой. Она была обычным взбрыкивающим подростком, борющимся за свою свободу и право выбора. Борющимся иногда по-идиотски, иногда отчаянно смело, иногда и то, и другое вместе. Обычным подростком для Италии, но не для того пакистанского племени, из которого происходила ее семья. И вот в середине января 2021 года она сбегает из общины, чтобы рвануться навстречу к любимому. Саман едет в Болонью, где впервые встречается со своим любимым Сахибом во плоти. Об этом свидетельствует фотография, на которой двое страстно целуются, и даже есть видео, где они самозабвенно танцуют. На следующий день Сахиб уезжает в Рим, о чем публикует сообщение, под которым уже через несколько минут по всем правилам романтики 21 века появляется комментарий Italian Girl с красным сердечком и словами «Очень скучаю по тебе, любовь моя». Более того, Саман опубликует в своем профиле фотографию, на которой она изображена целующейся с Сахибом. Саундтрек – песня «Baby» ее любимого рэпера Сфера и Баста. Не то чтобы влюбленные сильно скрывались, но все же родители Саман были не настолько продвинуты, чтобы обнаружить весь этот компромат. Его обнаружил 16-летний братишка Али. Он показывает неприличные кадры дяде Денишу, затем двоюродному брату, и в конце концов неприятная новость доходит до папы Шаббара. Он приходит в ярость и отправляется в Пакистан, чтобы добраться до семьи незаконного жениха. Сахиб рассказывал, что Шаббар и с ним еще 5-6 человек пришли к дому его родителей, якобы со словами «Скажите своему сыну оставить Саман, или мы его убьем». Существует видео этой встречи длиной в несколько секунд, но на нем незаметно ни особого возбуждения, ни тем более угроз,
Просто несколько людей, которые разговаривают. Аюб Сахиб узнает в реальном времени об этом не слишком приятном визите и сообщает о нем Саман, которая сначала ему не верит, но затем, увидев кадры с угрозами, пугается. «Убивать для моей семьи – это нормальная вещь. Они совершили несколько убийств как в Италии, так и в Пакистане», – говорит Саман своему ненаглядному. Сахиб много раз рассказывал об угрозах, полученных в соцсетях и по телефону, от мамы Назии, дяди Дениша, которые якобы требовали от него оставить Саман под страхом смерти. Но все это без каких бы то ни было подтверждений и не под присягой во время суда, а уже после него для прессы, так что никакой уверенности в достоверности его слов нет. Правда, есть и факты. Саман сообщила Сахибу паспортные данные и телефонные номера всех своих родственников, родителей, дядей и двоюродных братьев, включая официального жениха, на тот случай, если Сахиб соберется заявить на них в полицию. Сахиб в полицию пошел, но заявление приняли только в отношении родителей Саман, а разбираться и вовсе до поры особо не стали. 17 февраля 2021 года Саман снова уходит из общины, чтобы вернуться туда только через 2 дня. Ее сопровождает Сахиб, но она хочет попрощаться с ним как следует и уходит еще на несколько часов до 23:00. Это против правил общины, но Саман все равно. Она ищет свободы, а не новых ограничений. 27 февраля она снова уходит и возвращается только на следующий день. Социальный работник отмечает, девочка беспечным и высокомерным тоном сообщила, что встречалась с женихом. Проявляются серьезные сомнения в способности девочки, вероятно подстрекаемой женихом, придерживаться общинного пути. Много интересного можно обнаружить и в записке общины в адрес суда по делам несовершеннолетних. Например, что у Саман нет с собой никаких документов, что, несмотря на просьбы отца, она наотрез отказывается от каких бы то ни было контактов с семьей, что девушка пишет статусы в WhatsApp, в которых говорит о крайних мерах, которые принимают против нее. А еще, что на запястье у нее порез, потому что она устала от жизни. Саман хотели перевести в другое, более отдаленное место, но 11 апреля 2021 года она окончательно бежит из общины. Ее ищут, с нею пытаются связаться другие девочки. Все безрезультатно. Звонок жениху тоже ничего не дает. Он только обвиняет соцслужбы в жестокости и утверждает, что понятия не имеет, куда пропала девушка. 19 апреля за помощью обращается папа Шабар. Он просит поговорить с дочерью, потому что мама Назия больше не ест, всегда плачет и, кажется, умирает. Социальные службы снова связываются с Сахибом и получают в ответ очередную порцию лжи. Он не знает, где Саман, сам хотел бы узнать, где она. Для пущей убедительности он даже симулировал отправку сообщений на ее мобильный телефон. И где же была девушка? Разумеется, у жениха, о чем он сам, ничуть не смущаясь быть пойманным на вранье, расскажет в ходе расследования после окончательного исчезновения Саман. В Риме, по словам все того же Сахиба, если, конечно, им хоть сколько-нибудь можно верить, они готовились к свадьбе. Купили костюм жениха, который выбрала Саман. Ждали свадебное платье, которое должно было прийти прямо из Пакистана, отправленное будущей свекровью. В общем, все лучезарно и радужно. Вот только одна загвоздка: у Саман нет документов. Несмотря на неоднократные требования соцслужб, родители девочки так и не отдали их ей. Без документов брак не зарегистрируют, и Саман все же решается отправиться домой. Тем более, что мать обещает ей, что теперь все будет так, как она захочет, и ее жених Сахиб тоже считает, что сходить за документами нужно. Сахиб двуличен. То, что он рассказывает полиции о великой любви и свадебном платье из Пакистана, подтверждения не найдет. А вот то, что в это время он ведет переписку с как минимум еще одной девушкой, факт. Сахиб будет отрицать, что это он отправил Саман домой, чтобы получить документы. Более того, скажет, что он был категорически против. Но в чате с соцработником Саман рассказывает, как все было на самом деле. И это подтверждается перепиской с самим же Сахибом. 30 апреля она напишет ему: «В любом случае, я сегодня ухожу очень далеко от всех вас.
А он, ничуть не лучше отца и всех тех, кто считал, что имеет право диктовать ей, как жить, ответит: «Ты вошла туда по моей воле и выйдешь тоже по моей воле». Это будет последний день Саман на этой земле, но не будем забегать вперед. Итак, 20 апреля. Саман временно, как она надеется, покидает жениха, чтобы вернуться к родителям. Покидает, сказав: «Если у тебя не будет от меня новостей в течение 2 дней, звони в полицию». Сахиб не останавливает ее, не предлагает проводить. И в 14:38 камеры системы наблюдения фиксируют, как она подходит к дому. Встречать ее приходят мама, папа и дядя Дениш. А следом прибудут также братья Кали и двоюродный брат Нуманулла. В этот момент у Саман нет с собой ни одного из 2 ее мобильных телефонов. Один она оставила в общине, из которой сбежала, другой у Сахиба. Так что Саман чатится с ненаглядным, который имеет ник «Свет Зари», через мобильное соединение телефона брата. Свет Зари рекомендует ей внимательно удалять сообщения и всегда отключаться после каждого разговора. Он боится, что брат расскажет о переписке родителям, и те узнают, что она вовсе не оставила незаконного жениха, как в очередной раз соврала, а продолжает с ним общаться. 25 апреля Саман отправляет Свету Зари фотографию своего лица с покрасневшей щекой и комментарием, что ее ударил и обозвал грязным словом дядя. Это неправда, или как минимум это был не тот родственник, которого назвала Саман. На следующий день девочка предупреждает жениха, что к их дому прибыли другие родственники, сплетен которых она боится, и злобные комментарии которых пересказывает Сахибу, но это снова неправда. Названные ей люди в это время даже не были в Италии. Саман также сообщила жениху, что ее отец убил итальянца, и об этом известно полиции. Опять неправда. Остается только догадываться, почему Саман в очередной раз лжет, а, впрочем, догадаться несложно. Во-первых, она выросла в обстановке, где все и постоянно врут, для нее это абсолютная норма. А во-вторых, ей просто страшно. И хочется, чтобы хоть кто-нибудь ей посочувствовал и защитил. 27 апреля девочка говорит Сахибу, что слышала голосовое сообщение от дяди по материнской линии, адресованное маме. Дядя говорит, что теперь, когда она вернулась домой, нужно закончить работу. Она думает, что это «закончить работу» означает убрать ее из этого мира. Но нет, успокаивает мамочка. Речь шла о девочке, сбежавшей из Пакистана, не о тебе. Сахиб непреклонен. Он не бежит в полицию, не мчится к дому сам, чтобы вызволить любимую. Оставайся там, пока не найдешь документы, требует он. И Саман слушается его, как привыкла слушаться мужчин. Она ни с кем больше не говорит о том голосовом сообщении, которое так ее напугало. Ни с братом, ни даже с воспитательницей из общины, вероятно, из страха, что ее заставят покинуть дом, так и не найдя эти распроклятые документы. На следующий день после ее возвращения в лоно семьи у двери дома Аббасов появляются карабинеры и спрашивают о Саман. «Саман нет», — говорит мать. «Саман нет», — говорит брат. Полицейские громко зовут ее, и Саман выходит. У нее спрашивают документы, девочка просит их у отца, но даже перед требованием полиции папа Шабар их не отдает. Лишь шепчет на ухо дочери на языке урду, чтобы та сказала, будто потеряла их. Саман соглашается поехать в участок, где кратко рассказывает о своих злоключениях и сообщает о намерении заявить, что родители удерживают ее документы. Что она готова вернуться в общину, что ни в коем случае не хочет ехать в Пакистан. В конце карабинер спрашивает ее, действительно ли она хочет вернуться домой, и Саман его успокаивает. Есть еще время. Следующая поездка в Пакистан запланирована только на июнь. Но карабинеру неспокойно. Он запрашивает постановление об обыске, чтобы полиция сама могла найти эти злополучные документы. Постановление вынесено 28 числа. Это среда. И карабинер считает нужным отложить обыск до дня, на который также будет назначена беседа с социальными работниками о размещении девочки под защиту 3 мая. Слишком поздно. 3 мая все уже слишком поздно. В доме семьи Аббасов на Виларе в этот день уже больше никого нет.
Мобильные телефоны выключены, младший брат у дяди. В списке пассажиров рейса в Пакистан 1 мая фигурируют мать и отец – Шабар и Назия Аббас. Вездесущие камеры засекли их в аэропорту на контроле. Они явно в хорошем настроении, оживленно беседуют между собой, улыбаются. Но их дочери Саман с ними нет. «Сбежала», — говорит брат Али. «Наверное, снова в Бельгию. Еще и 300 евро с собой унесла». Естественно, ему никто не верит, и полиция начинает расследование. Выясняется, что в последний раз Саман разговаривала с Сахибом 30 апреля, и в это время девушка находилась в доме родителей. Сахиб опять настаивал на том, чтобы Саман нашла документы. Обвинял карабинеров и социальную службу в бездействии и снова требовал забрать документы. Саман отвечала ему: «Если Аллах захочет. В понедельник 3 мая я возьму документы, новый мобильный телефон и новую сим-карту». Сахиб, однако, не упускает случай тут указать ей на ее место, напомнив: «Что бы ты ни делала, спрашивай сначала у меня. Прежде чем делать, спрашивай». Она пишет, что решила выйти ночью, чтобы никто ее не видел и не мог остановить. Следует перепалка, обвинения и извинения. Пара мирится. И Саман снова произносит ставшие потом роковыми слова: «Если Аллах захочет, 3 мая они увидятся». Дальнейшие события большей частью восстановлены по записям с видеокамеры и распечаткам звонков, потому что долгое время ни от одного из членов семьи не удавалось добиться ни слова правды. И камеры говорят, что за весь этот долгий день они ни разу не видели ни дядю Дениша, ни 2 его сыновей, двоюродных братьев Саман, хотя, по идее, они должны были бы работать, попадая в поле зрения объектива. В 19:44 папа Шабар выходит из дома и направляется к дому брата Дениша. Вернется домой он только через 2 часа, и сразу же они начнут без конца друг с другом созваниваться. С 21:45 до 22:39 около десятка звонков. Потом перерыв меньше, чем на полчаса, и еще 7 звонков менее, чем за час. Их так много, что сложно не думать. Что-то случилось, что-то происходит, что-то вот-вот должно произойти. Тем временем Саман выходит с матерью пройтись. Бесстрастное око камеры запечатлело их спокойно о чем-то болтающих на площадке перед домом, под присмотром брата Али, который стоит на пороге. 23:00. Саман входит в дом и не знает, что вошла в последний час своей земной жизни. Она сразу же возобновляет обмен сообщениями через соцсети с Сахибом. Тон очень спокойный и веселый. Дважды они звонят друг другу по видеосвязи. О чем они говорили? Обсуждали как раз идущий Рамадан, месяц поста для мусульман. Среди предписаний, которые соблюдают верующие, есть и запрет на причинение смерти. Но что такое божественное предписание перед честью семьи Аббас и всех родственников где-то в Пакистане? В 23:22 чат с Сахибом прерывается. Брат Али показывает родителям записанные разговоры сестры с женихом, наябедничав, что она солгала о разрыве отношений, и вместо поездки в Пакистан планирует новый побег к возлюбленному. Но это уже не важно. Яма в заброшенном строении в нескольких сотнях метров от дома к тому моменту уже выкопана. В 00:10 камеры бессильно наблюдают, как Саман выходит из дома с отцом и матерью. Она сняла традиционные пакистанские одежды, в которых ее можно было видеть менее часа назад, и одета по-западному, в толстовку, джинсы и кроссовки. На плече небольшой рюкзачок. У отца в левой руке мобильный телефон с освещенным экраном. Трое направляются к грунтовой дороге перед домом и двигаются по ней, пока не выходят из поля зрения камеры. Родители потом будут рассказывать, что отдали Саман ее документы и проводили до перекрестка, позволив ей отправиться одной в новую самостоятельную жизнь, о которой она так мечтала. На самом деле, как потом выяснит суд, они ведут ее убивать. И мать, бережно придерживающая Саман под руку, прекрасно об этом знает. Ненадолго исчезнув из поля зрения камер, они появляются там снова, уже без Саман. Шабар шагает неуверенно, проходит немного вперед, смотрит в сторону дороги, возвращается назад.
Через минуту и 40 секунд появляется Назия и решительным шагом входит в дом. За ней следует и муж. Проходит 4 минуты, и Шабар выходит из дома и идет по дороге, чтобы вернуться несколько минут спустя с рюкзачком саман. На следующее утро в 9:30 супруги Аббас не спеша загружаются в машину. Направление Милан-Мальпенса. Они отправляются в Пакистан. В течение дня их вылета дядя Дениш обменивается несколькими сообщениями со своей женой, в которых пишет, что она не должна беспокоиться, потому что работа сделана хорошо, и дает ей еще кое-какие инструкции. Например, что женщина должна сказать всем, будто сама уехала с ними в Пакистан. Да, соглашается та и добавляет: «Ты не знаешь, как я сейчас дрожу». В 23:06 того же дня оставшийся в Италии братишка Али получает голосовое сообщение от тети из Пакистана. «Ты не должен ничего говорить. Мама чувствовала себя очень плохо, и поэтому папа увез ее в Пакистан. Ты должен говорить только это и ничего другого. Кто бы тебя ни спросил, сынок, ты не должен даже намекать. Даже в твоей голове должно быть, что она ушла. Ушла, как всегда делала это в прошлом». Отъезд супругов Аббас в Пакистан был поспешным. Авиабилеты были куплены за пару дней до вылета. 28 апреля билет Назии, 29 апреля билет Шабара. Оба в один конец. Работодатель, не ожидавший такого от своего всегда надежного работника, пытается связаться с Шабаром, но тот не отвечает на звонки. Тогда вопросы задают Али, который рассказывает, что родители вынуждены были срочно поехать в Пакистан, так как там тяжело болеет тетя, и, кстати, просит у работодателя аванс, чтобы не дать тете умереть. Несколько дней спустя, 6 мая, исчезает уже и Али, а с ним дядя Дениш. На следующий день двоюродные братья Нуманла и Икрам. Всех их довольно быстро перехватят, и они окажутся вместе в полицейском управлении. Али Аббас, несовершеннолетний и без документов, сразу помещается в общину для несовершеннолетних, как оставшиеся без присмотра родителей. Двоюродные братья с документами в порядке свободны, как, впрочем, и дядя Дениш, привлеченный из-за отсутствия документов, но тоже оставленный на свободе. Еще никто не знает, что случилось с Саман, но ее ищут соцслужбы и полиция. Работодатель смог наконец связаться с Шабаром, и тот успокоил его, пообещав в конце месяца вернуться и все объяснить. На вопрос о Саман отец отвечает, что она сбежала. Телефоны всей семьи, разумеется, прослушиваются, и операторы тщательно записывают инструкции отца сыну Али. «Сынок, стань мужчиной. Ты мужчина, ты же не женщина. Ты создаешь себе проблемы, которых даже не существует. Ты должен сказать им, что я каждый день разговариваю с Саман. Стань мужчиной, сынок. Это война между исламом и христианами». И еще много таких слов, которых не одобрит ни ислам, ни христианство, ни даже YouTube. Я приеду туда и встречусь с ними. Аллах мой защитник. Мой мир закончился. Что для меня дороже в этом мире, кроме тебя и твоей сестры Саман? Она, слава богу, хорошо себя чувствует и каждый день со мной разговаривает. Примечательна также беседа с матерью, находящейся в безопасности в Пакистане с супругом, который напоминает сыну, что умирает, и что настанет день, когда сам Бог заставит найти Саман. Она вернется жива и здорова. Однажды в эти стенания и призывы к Аллаху врезался неожиданный вопрос Али: «Значит, папа, ты не хочешь бросить?» «Что?» «Порог питья». «Нет, не хочу бросать». «Папа, ты знаешь, что с нами происходит, и продолжаешь пить?» На что отец, который, судя по дикции, пьянее туриста на озере Гарда, вспыхивает и говорит, имея в виду сына Али: И этот заставил убить мою дочь, он сделал все это». Давление, оказываемое кланом на бедного Али, огромно. С ним связываются не только ближайшая родня, но и родственники, рассеянные по Англии, Испании и, естественно, Пакистану. И все, словно сговорившись, твердят одно: не говорить ничего, потому что ничего не произошло. Сынок, никто ничего не делал, все невиновны. В итоге Али наговорил столько противоречивого и разного, что его слова практически не учитывались.
как показания ненадежного свидетеля. Впрочем, в поисках Саман они все равно не могли бы помочь. Сначала девушку искали живой. Предполагалось, что ее похитили и содержат в неволе где-то на территории Италии, или что она была каким-то образом вывезена в Пакистан. Однако все изменилось после просмотра видео с камер наблюдения вокруг дома Аббас. Как уже говорилось, на камерах видно, около полуночи, между 30 апреля и 1 мая, Саман, мать Назия и отец Шабар идут к теплицам предприятия, и больше никогда ни одна камера не увидит Саман живой. Следователи понимают, что имеют дело не с похищением человека, а с настоящей семейной казнью. И по мере расследования становится ясно, Саман Аббас не вернется из Пакистана, как, впрочем, и ее родители. Итальянские власти выдают международные ордера на арест, за дело берется Интерпол. Это была не просто охота за людьми, это было послание: нельзя убить девушку и просто уехать домой. Первыми задерживают двоюродного брата Икрама на автобусе, направлявшемся из Франции в Испанию. Дядю Дениша находят в Париже. Двоюродного брата Нумунулу берут на окраине Мадрида. Дело взорвало Европу и Южную Азию. Новостные агентства в Риме, Исламабаде и Лондоне публиковали одинаковые заголовки. Правозащитные группы призывали к справедливости, феминистские активисты протестовали у посольств, социальные сети кипели требованиями найти и наказать. Но все участники настаивают на том, что Саман сбежала, и они не знают, где ее искать. Наконец, через год заключения в тюрьме, что-то сдвигается в голове дяди Дениша, и он заявляет, что готов проводить следователей к месту, где похоронена Саман. Холодным ноябрьским утром 2022 года полиция и криминалистические группы вернулись на окраины Навеллары. Вернулись с тяжелым оборудованием и мрачной решимостью. К середине дня раскопки достигли цели. Чуть ниже поверхности, завернутые в пластик, лежали останки человека, хрупкого телосложения. Аккуратно отодвинув слои земли и пластика, следователи обнаружили прядь длинных темных волос, спутанных, но узнаваемых. На глубине 1,26 метров под землей, в яме длиной 1,90 м и шириной около 80 сантиметров, лежал труп Саман. В маленьком городке Навеллара в тот вечер звонили церковные колокола, а возле дома, где жила девочка, зажгли свечи. Теперь, когда судьба Саман стала известна, настала очередь экспертов ответить на вопрос, как все произошло. Судебный археолог, хоть и говорил, что не волшебник, смог установить, что яма была выкопана исключительно лопатами, одинаковыми с теми, что были найдены в доме дяди Дениша и двоюродных братьев Икрама и Нумунулы. Археолог также говорит, что яма не была выкопана в момент, непосредственно предшествующий захоронению, а раньше, что на ее приготовление потребовалось около 1,5 часов работы и копали эту могилу вдвоем. Что касается тела Саман, никаких веществ, никаких повреждений, кроме перелома подъязычной кости, который произошел, когда девушка была еще жива. Судебный медик заключил, что причиной смерти является механическая асфиксия, а проще говоря, Саман задушили. Время смерти, определенное по остаткам пищи в желудке и кадрам с камер наблюдений, чуть позднее полуночи между 30 апреля и 1 мая 2021 года. К счастью, когда ее засыпали землей, Саман была уже мертва, и теперь остается поработать суду, установив, кто же именно виноват в гибели девушки. Эксперт пояснила, что сила сжатия, необходимая для перелома подъязычной кости, вполне может быть приложена и женщиной, а значит, лишить дочь дыхания могла и мать. Присяжный переводчик сообщила, что в разговоре отца Шабара с сыном Али первый твердил, что все ошибки его, и добавил, что видел, как умирает Саман. Заснятые на камеры решительная походка матери и неуверенное метание взад и вперед отца ясно говорят, они оба как минимум знали, что происходит прямо у них за спиной. Увы, все остальное на камеры не попало, и картину преступления пришлось собирать по клочкам правды, извлеченным из бесконечного вранья свидетелей.
Так Али сначала оправдывает двоюродных братьев, а потом обвиняет их и дядю Дениша. При этом он то утверждает, что не видел дядю, а только слышал его голос, то уточняет, что, несмотря на темноту, дядю все-таки видел. Потом и вовсе начинает говорить, что все видел четко. Я был там у двери, а мой дядя, как и моя сестра, шел, понимаешь? Мой дядя взял ее за шею и повел за теплицу, вторую или третью. Я видел двоюродных братьев только лица, потому что они были сзади, но дядю я видел всего. Еще Али рассказал о собрании, состоявшемся в доме Аббас, где он был занят приготовлением чая, но все же сумел подслушать слово «копать». Он уверял, будто никогда не думал, что родители и родственники могут дойти в своем негодовании до крайних последствий. Но возможно ли, чтобы 16-летний парень не представлял себе, что происходит? А ведь именно Али распространил среди родственников компрометирующие фотографии сестры. Когда Саман проводила последний вечер в этом доме, именно он позаботился о том, чтобы записать разговоры сестры с Сакибом и показать их родителям. Суд долго мучился, устанавливая мотив убийства. Проанализировав все факты, он пришел к выводу, что это не был отказ от конкретного брака с двоюродным братом Акмалом. Клятва родственников на Коране была не о сокрытии убийства, а о том, чтобы те молчали о побеге девочки в Бельгию. Только бы не узнали в Пакистане, что дочь спала с мужчиной, который даже не жених. Согласно заявлениям брата, которые на этот счет были признаны заслуживающими доверия, отец, узнав, что отношения с Сахибом все еще продолжаются, сказал Саман: «Хочешь выйти за Сахиба? Хорошо, мы тебя с ним поженим». Но Саман на свою беду ответила: «Я не хочу выходить ни за кого замуж. Я хочу и должна уйти». Вот она, взрывчатая смесь. Отказ от любого брака, желание спать с мужчиной, за которым не замужем, личная свобода. Эти три элемента в глазах ее семьи превратили Саман в позор, который нужно скрыть под 1 метром и 26 сантиметрами земли. Навсегда. Было ли это преднамеренным убийством? По мнению суда первой инстанции, нет. И страшное намерение созрело именно вечером 30 апреля, когда после показа братом записанных разговоров разразилась ссора. С этим выводом не согласится суд второй инстанции, постановив, что решение об устранении Саман было принято заранее. Обнаружив, что ее раскрыли, Саман решила ускорить свой отъезд. За несколько дней до того девочка рассказала жениху, что хочет покинуть дом глубокой ночью, чтобы никто не заметил ее побега. Она писала Сахибу, что уйдет около часа ночи и будет ждать на станции, пока автобусы и поезда возобновят движение. Увы, у ее семьи были другие планы. Зал суда по делу Саман Аббас был переполнен. Репортеры, активисты и скорбящие соседи заполнили каждую скамейку. Снаружи собирались толпы с фотографиями Саман. Перед судом предстали все члены семьи, кроме сына Али. Отец Шабар и мать Назия, экстрадированные из Пакистана. Дядя Даниш и двоюродные братья Икрам и Нуманулла. Назия плакала, когда ее сын поднялся на трибуну, когда рассказывала о подслушанных разговорах об исправлении Саман и о том, как его отец сказал ему, что она принесла позор семье. Его голос дрожал, когда он сказал: «Она боялась, она умоляла их, я не мог ей помочь». Хочется верить, что у Саман был в этой семье хоть один друг. Но как забыть, что именно Али, когда никто его не спрашивал, сдал телефонный разговор сестры с женихом. Папа Шабар тоже плакал, отрицая причастность, даже когда его собственные записанные телефонные разговоры прямо говорили об обратном. В одном из них он сказал: «Даже я не раскаиваюсь. Я сделал то, что нужно было сделать». Окончательный приговор по делу был вынесен 18 апреля 2025 года. Апелляционный суд Болоньи признал виновными в смерти Саман всех членов семьи, кроме Али, посчитав, что это была казнь на основе смертного приговора, вынесенного всей семьей, и установив коллективную ответственность всех участников. Слова судьи упали как камни в фундамент тюремной стены. Саман Аббас была убита всей семьей. В деле есть отягчающие обстоятельства, преднамеренности и низменных мотивов.
Оба родителя получили пожизненные сроки как организаторы и заказчики семейного смертного приговора. Двоюродные братья также сели пожизненно как соучастники. Избежал пожизненного лишь дядя Даниш, чьи руки, как установил суд, непосредственно сомкнулись на горле Саман. Видимо, потому что именно он показал место, где спрятано тело, и сознался в том, что произошло, суд проявил снисходительность. Ему дали всего 22 года тюрьмы. Мотивом семейного приговора против Саман суд признал наказание за ее стремление к независимости и отказ от традиционных ценностей. Ее преступление заключалось в желании быть свободной. В глазах семьи она стала позором, который нужно было скрыть под 1,5 метрами земли навсегда. Сахиб, ни на минуту не прекративший переписку с другими девушками, даже когда стало известно, что Саман пропала, и вплоть до того момента, пока у него не изъяли мобильный, требует выплаты ему компенсации за потерю невесты. На все неудобные вопросы отвечает «не помню» и отрицает то, что навеки сохранили распечатки сообщений. Он настаивал, чтобы Саман вернулась домой, и требовал, чтобы она оставалась там столько, сколько он скажет. И это при том, что Саман звонила ему и говорила, что боится за свою жизнь. Что ж, похоже, старую поговорку пора осовременить. Ты ему экран в глаза, он скажет «Божья роса». Страшно, что именно этому человеку Саман адресовала свои слова прямо накануне гибели. Я в любом случае сегодня ухожу. Очень далеко от всех вас. И получила ответ. Ты пошла туда по моей воле и выйдешь из дома по моей воле. Саман была одинока. Она мечтала стать Italian Girl, итальянской девушкой, но стала, согласно ее последнему никнейму, Alone Girl, одинокой девушкой. Italian Girl – это было больше, чем ник. Это было заявление о том, кем она хотела быть. Итальянкой и пакистанкой одновременно. Современной и верующей, свободной и любящей. А Alone Girl – это горькая реальность. Даже в собственной семье Саман была одинока. Ее стремление к свободе встречало только контроль и насилие. Она была птицей в клетке, которая видела небо, но не могла до него добраться. И все вокруг нее было насквозь пропитано и опутано ложью, ложью и ложью, в паутине которой, буквально, она задохнулась. Однажды в Италии